Это я все делаю для того, чтобы мне было сейчас проще найти точный BPM. Все-таки еще больше вырезали басы, то есть вот где-то вот так, скорее всего. Слушаем. Сейчас я покажу, как писалась партия ударных группой Кино с помощью встроенного секвенсора в Yamaha RX-15. У меня сломался компьютер, у меня сгорела видеокарта, и я не смог закончить отрывок. В этом паттерне вначале теперь будет звучать крэш, и у нас получился вот такой паттерн. Появление данного устройства у группы Кино, в принципе, кардинально изменило звучание их композиций. Если вы послушаете альбомы до появления у них оборудования, которое... Всем привет, с вами канал Трипология звука, и сегодня у нас достаточно необычный выпуск. Вы можете увидеть в кадре пластинку группы Кино с названием «Группа крови» и драм-машинку Yamaha RX-15. Что же общего у этих двух вещей, спросит неискушенный слушатель? А дело в том, что эту и некоторые свои другие пластинки группа Кино писала с помощью подобной техники, а именно с помощью драм-машинки Yamaha RX-11. RX-15 Yamaha это в принципе урезанная версия RX-11, немножко переработанная. В этой драм-машинке были убраны отдельные выходы на каждый из инструментов, немножко изменен функционал, но в целом это все та же драм-машинка и с тем же аутентичным звучанием. И мне давно хотелось взять и воссоздать какой-нибудь из треков с этой легендарной пластинки. Сегодня мы делаем кавер на группу Кино, на песню «Группа крови». Расскажу вам немного про подключение, чтобы вы понимали, как здесь все закоммутировано и что здесь как будет использоваться. Я буду использовать Fruity Loops в роли секвенсора. Дело в том, что можно было написать драм-партию на самой драм-машинке, здесь есть встроенный секвенсор, но это достаточно неудобно, долго. И может быть я запишу отдельный ролик, где это сделаю ради интереса. Сейчас нам нужен как бы результат, поэтому я буду пользоваться более привычными мне средствами. В Fruity Loops я настрою один канал на MIDI выход, и он, собственно, и будет управлять нашей драм-машинкой. Здесь вот подключен MIDI кабель. Выход из драм-машинки у меня подключен в консоль мою микшерную, туда и куда и подключены все остальные синтезаторы. То есть звук мы будем получать аутентичный с драм-машины. Весь этот звук будет заведен в Fruity Loops. Вы будете слышать запись происходящего всего. Я сейчас пишу несколько каналов. То есть здесь SoundForge пишет все, что происходит внутри секвенсора на выходе. Ноутбук я использую сейчас для записи из петлички. Собственно, все. Я думаю, можно начать. Итак, приступим. С чего же стоит начать такой проект? Естественно, с запуска секвенсора. Первое, что нужно сделать, это, собственно, настроить проект в Fruity Loops под работу и подгружаю туда пресет, который использую для мастеринга. То есть я уже рассказывал в одном из своих выпусков, что я использую. Здесь паз-анализатор, low фильтр, кстати, нам не нужен, это с какого-то другого проекта он остался. Здесь есть delay у меня. Иногда я его использую. Здесь есть эквализации, это есть изотоп и есть лимитер. Ну и еще экзоскоп, чтобы смотреть на форму волны. Также я один из каналов настраиваю на вход. Обычно это какой-нибудь 10-й, ну, допустим. Это мои линии, которые снаружи приходят. И в данном случае общий сигнал с этого пульта приходит в канал 1. И вот я включил, вы слышите шум всего устройства. То есть я сейчас заглушу все каналы, пока мы ничего не делаем. А потом найдем все, что нам нужно. Yamaha уже включена. Можно слышать, что она работает. Следующее, что мне нужно от секвенсора, это, собственно, соединить секвенсор с Yamaha. Выход есть вот такой MIDI out to, настроенный на второй порт. Вот когда нажимаешь, можно увидеть второй порт. Это, собственно, переходник USB to MIDI, который соединяет компьютер с драм-машинкой. То есть он конвертирует сигнал уже в MIDI протокол. Есть такой инструмент в Fruity Loops, называется MIDI out. Вот он так выглядит, как бы канал, который наружу выдает MIDI. Здесь можно вот выбрать как раз порт, который нам нужен. Причем это устройство можно использовать как для трансляции MIDI нот наружу, то есть на какие-то хардварные устройства, так и внутрь самого Fruity Loops. Если вы, например, поставите какому-то плагину порт со специфическим номером, там 6 или 8, то можно будет этот плагин использовать внутри Fruity Loops. В данном случае я ставлю порт номер 2, и драм-машинка у меня настроена на канал номер 3. Здесь можно в функциях включить определенный канал, если у вас конфликтуют устройства, чтобы этого не происходило. То есть я поставил порт номер 3. И уже в этот момент
у меня драм-машинка соединена с компьютером, и я могу писать в секвенсоре, скажем так, линии ударных. Проверить это очень просто. Можно взять стандартный банк ударных для FPC и что-нибудь закинуть, например, вот какой-нибудь линию ударных. То есть сейчас проигрывается MIDI-мелодия в драм-машинку, и выход с драм-машинки поступает в микшер и возвращается мне на 10-й канал уже в сам секвенсор. То есть вот такая вот цепочка длинная, и благодаря ASIO мы не чувствуем задержку никакой и можем работать с железом напрямую. Естественно, я могу набрасывать сейчас на драм-машинку эско, эхо и все остальное. Таким образом, я могу писать уже драм-партию в секвенсоре самого Fruity Loops. Так, следующее, что нужно сделать, это, собственно, взять оригинал песни, перетаскиваем ее на таймлайн, и мы можем как бы видеть оригинал. Я не знаю, есть ли какие-то авторские права, но, скорее всего, есть на эту песню, поэтому я сейчас что сделаю? Я поставлю ее на первый канал и подрежу очень сильно фильтром, чтобы меня не заблочил YouTube за это все дело. Ну и постараюсь минимизировать как бы звук оригинальной песни. Всем известная композиция, не буду сейчас включать ее на полную громкость. Мне нужно найти темп композиции. Я не смотрел интернет, может где-то уже кто-то написал, и тональность и темп композиции. Мне как бы проще это вычислить самому. Что можно сделать? То есть нужно найти первый удар, можно сделать вот в этой части это, да. Но здесь достаточно такой сбитый ритм они применили, поэтому желательно перейти к куплету-припеву, там достаточно уже ровно идет удар. Сейчас выключу автослежение, будет так проще. Так, вот здесь где-то. Вот он, первый удар, я его вижу, удар вот здесь. То есть нужно срезать композицию на, получается, куплете. Я выключаю привязку и разрезаю просто композицию вот так вот. Первую часть убираю. Это я все делаю для того, чтобы мне было сейчас проще найти точный BPM. Вот эти вот части выделены, это, собственно, наши паттерны ударные, да, то есть я ее перетаскиваю где-то вот сюда примерно, хотя можно его самое начало. Вот так. И я знаю, что вот это клэпы, то есть они просто видны очень четко, и поэтому я знаю, что клэпы должны, естественно, идти вот на каждую вторую долю, да. То есть вот я сейчас выставил первый клэп на место, где он должен стоять, да, могу сейчас, естественно же, подрезать начало, включая обратно привязку, подрезая начало. И второй клэп должен как бы попадать на сетку, но, как вы видите, он находится далеко. Это значит, что скорость выставлена некорректно, она по умолчанию 140, и мне сейчас нужно визуально просто подвинуть композицию на сетку так, как она должна быть расположена. Вот 120, я уже примерно высчитывал, где-то 120 BPM. То есть сейчас вот очень пригодится метроном. Слушаем, да? То есть более-менее все правильно идет. Что нужно сделать далее? Далее нужно проверить, что не разбегается темп на, получается, более длинном каком-то расстоянии. Сейчас я вот подтащу к самому началу и куда-нибудь дальше перемотаем. То есть опять же клэпы мы видим, и можно увидеть, что вот где-то уже дальше, вот тут вот начинает съезжать темп композиции. Это значит, что мы недостаточно точно определили темп, и нужно подбить сотые. То есть, скорее всего, так происходило из-за того, что на самой драм-машинке тоже немножко синхронизация внутренняя плавает, плюс использовали они Porta Studio на этом альбоме, и из-за этого темп немножко плавал. То есть, я полагаю, что где-то 120 с чем-то должно быть. То есть, я сейчас вот немножко увеличиваю, вот 120,5, такой нестандартный BPM, и вроде как все стало на свои места. То есть, я вот проматываю,
практически даже, наверное, еще больше. 120 и 540. И вот еще даже чуть-чуть можно добавить. Проматываем. И на большом расстоянии мы видим, что синхронизация осталась. То есть мы видим, что пики попадают на сетку, даже чуть-чуть еще больше. Вот. 126 темп композиции группы Кино можно проверить метрономом. Да? В принципе, это то, что мне нужно. Теперь я могу уже спокойно работать с секвенцией и подбирать на слух ритмический рисунок. Что мне для этого нужно? То есть создать партию. После того, как мы подобрали правильный BPM в самом секвенсоре под композицию, все наши паттерны будут совпадать с ритмом песни. То есть я могу создавать их, и я буду уверен, что то, что я напишу, будет играть в тон. То есть вот в данном случае давайте напишем, собственно, клэп, почему бы нет. В оригинальной композиции группы Кино звук ударных немножко отличается от звука самой Ямахи. То есть у Ямахи самой звук очень плотный, то есть вот клэпа. Сейчас я вам включу опять композицию, только уже без фильтра. И можно услышать, что тут звук намного суше. А тут звук такой очень плотный. Дело в том, что, видимо, когда писали эту песню, ударные эквализировали, чтобы они не смешивались с басом и остальными инструментами. То есть нам нужен сейчас какой-нибудь эквалайзер и подрезать, собственно, частоты нижние, так же, как это сделано в самой композиции. То есть вот оригинал. А вот то, что сделала группа Кино, когда писала свой альбом. У них была, в принципе, портостудио. Это значит, что там не могло быть какого-то сверхкрутого фильтра. Там была просто ручка средних, ручка баса, ручка высоких. То есть все, что они могли сделать, это примерно на децибел 10 понизить басы и средние частоты. То есть вот такой сухой уже звук. И я думаю, что, в принципе, еще, скорее всего, немножко подрезали по средним. Как-то вот так. Теперь можно, в принципе, сравнить звук оригинала и полученного. И того, что у нас есть. И слушаем. Все равно у нас очень сильно плотный достаточно звук клэпа, значит, все-таки еще больше вырезали басы, то есть вот где-то вот так, скорее всего. Слушаем. Теперь звук клэпа практически такой же, как в оригинале. Значит, скорее всего, и ударные звучат уже так же, как в оригинале. То есть там сложной какой-то обработки быть не могло, просто ввиду того, что вся пластинка писалась на портостудию. То есть у них была портостудия, у них была драм-машинка, инструменты, и так именно происходила запись этого всего альбома. И кое-где они использовали сэмплер, но сэмплера у них не было, они записывались на другой студии. Собственно, сам клэп, понятно, здесь все просто, по четвертям, хэты. Теперь можно послушать, как они были в оригинале, и точно так же сделать хэты. Да? Используя сейчас хай-пасс фильтр, можно отрезать все лишнее и слушать только то, что происходило в области хэтов. Можно слышать, что именно хай-хэт шел непрерывно. Не так вот, как я сделал паузами. Может, где-то он, конечно, и пропадал, но это надо уже будет выслушивать. Это мы сделаем позже. Сейчас сделаем вот таким образом. Скорее всего, нужно все это немножко приглушить. И, в принципе, есть на Ямахе такая штука, как акцент. Я думаю, использовалась еще громкость. То есть каждый второй был тише. И общая, скорее всего, громкость хэта была тоже занижена. Это можно сделать как сейчас на драм-машинке, так и в самом секвенсоре. Но перед тем, как послушаем результат, надо послушать, что там творится в области ударных. Для этого, опять же, используем low pass
или bend, pass, но лучше low. И попробуем послушать, что там было в области ударных. Здесь просто ровный рисунок, скорее всего, идет. То есть сейчас можно послушать. Вот этот рисунок, очень простой. И раз была перебивочка, то мы, соответственно, клонируем. То есть сейчас, кстати, нужно назвать это куплет, ну, скажем так, main drum 1, main drum 1. Не забудь, конечно же, сохранить проект. Рабочий стол, кино. Сохраняемся. Так, и клонируем дорожку. И понятно, что здесь должно произойти нечто вроде двойного удара. Скорее всего, вот так. Да, так и происходит. То есть у нас на нашем таймлайне, если посмотреть, то есть по классическим законам композиции, да, то есть эта перебивка произойдет, скорее всего, вот тут. Послушаем, как это играет. Сейчас в оригинале. Я был неправ, то есть у них прям сразу же сходу перебивка. Всем привет! Для вас на видео прошло всего лишь несколько секунд, а у меня уже настал следующий день, и для самых внимательных на меня другая уже футболка. Дело в том, что при записи прошлого отрывка у меня сломался компьютер, у меня сгорела видеокарта, и я не смог закончить отрывок. Ввиду всего этого мне придется проделать все те же операции, которые я проводил в секвенсоре, только на железном устройстве. Сейчас я покажу, как писалась партия ударных группой кино с помощью встроенного секвенсора в Yamaha RX-15. Перед тем, как мы приступим к написанию партии ударных на драм-машинке, нужно объяснить некоторые основы для тех, кто впервые сталкивается с написанием музыки. Вся музыка делится на части, и в драм-машинке такие части называются паттернами. Паттерн — это логический кусочек музыки, который повторяется. И в принципе любую песню можно разбить на такие логические части. Я уже послушал внимательно композицию группы кино «Группа крови» и сделал некоторую себе схему, набросок, из каких частей состоит интро и из каких частей состоит куплет. То есть там есть несколько повторяющихся частей, есть части с крэшем, есть части перебивки, то есть в общем, как и в любой другой композиции. В принципе, у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 кусочков для интро и 3 кусочка, которые являются основными в куплете. После того, как эти кусочки запрограммированы в драм-машинке, я уже запрограммировал эти кусочки, из них нужно будет составить так называемый сонг, то есть композицию. Что из себя представляет, собственно, сонг? Сонг — это последовательное воспроизведение вот этих кусочков в том порядке, который мы укажем. То есть я, опять же, набросал некоторую, так сказать, линию, как это происходит в композиции. То есть что я делал? Я слушал, что происходит, и ставил. То есть в этом месте звучит крэш, в этом месте звучит отрывок там номер 7, который там, допустим, основная линия ударных и так далее. То есть я, внимательно прослушав композицию несколько раз, набросал себе то, как она должна выглядеть внутри устройства. То есть порядок воспроизведения тех или иных логических блоков. То есть сейчас вот ради примера. Блок номер 80, который я назвал старт, это то, с чего начинается композиция в группе крови. Это такая как бы сбивочка, с которой начинается вся песня. То есть вот я сейчас ее воспроизведу, для этого мне нужно включить паттерн номер 80, который я назвал старт, и послушаем. То есть композиция начинается с вот такой перебивочки, и потом начинается основная часть, которая у меня на номере 81, которая звучит вот таким образом. Это такой повторяющийся клэп с хэтами, и в конце этого кусочка есть некий удар. И есть тут еще две таких части, называется интро-бит и интро-редрам. Редрам — это перебивка, то есть там отличие всего лишь небольшое, в нем в конце этого куска есть двойной удар, то есть вот он звучит вот так вот. Отличие паттерна 83 от 81 в том, что в конце всего лишь 2 удара вместо 1.
То есть и таким образом я запрограммировал на слух, то есть все остальные линии ударных. Делается это в принципе не очень-то сложно, то есть в этой драмашинке есть встроенная quantize, так называемый, в секвенсорах, то есть привязка, если я набиваю какие-то ударные неровно, то оно по сетке их автоматически выровняет кратно указанным мной четвертям. То есть здесь есть два режима записи этих паттернов. Real-time, то есть когда я могу прямо, когда я набиваю какие-то ударные, и эта драм-машинка автоматически записывает. Либо так называемый степ-режим, когда я просто щелкаю биты и вбиваю, что в этом бите должен звучать head, в этом бите должен звучать бит и так далее. Этому всему я, скорее всего, посвящу отдельную главу, потому что это не так-то просто, это нужно видеть, это нужно смотреть. Но сейчас смысл в том, что у нас есть нужные части для составления интро и несколько частей для составления первого куплета. И то, что сейчас мы сделаем на видео, чтобы сильно его не затягивать, это именно составим композицию в том порядке, как она должна быть. Я сейчас буду подсматривать на вот эту схему, сейчас посмотрю, чего мне не хватает, сделаю это и потом запрограммирую первую часть композиции. Сейчас мне для составления сонга не хватает некоторых логических частей. Это тех частей, там, где в начале паттерна звучит крэш. То есть, в принципе, эта часть ничем не отличается, кроме того, что в начале нее есть крэш. Как мне сделать эти части? То есть, вот мне не хватает вот блока 1, блока 2 и блока 3. Всего лишь 3 частей мне не хватает. То есть, 81 часть, она звучит вот так вот. И в начале у нее должен звучать крэш. То есть, чтобы ее не повторять, не писать заново, в данной драм-машинке есть функция копия. В RX11 эта функция тоже была, и я сейчас, собственно, ей воспользуюсь. То есть я жму копи, я беру паттерн 81, указываю, куда его переписать. В данном случае это будет паттерн номер 89. И я его назову, то есть 81 плюс крэш, ну, себе для понимания. И копирую его в паттерн 89. То есть драм-машинка скопирует все, что я написал в паттерн номер 89, и мне сейчас нужно в него просто добавить в начале вот этот вот крэш. Я перехожу в этот паттерн, мы слышим, что он скопировался целиком, и жму режим редактирования, вот этот, который степ как раз, и жму кнопку старт. И сейчас меня перевело в режим как раз вот этого пошагового редактирования. То есть сейчас я могу каждый бит отдельно редактировать. И мне сейчас надо в первый бит вставить крэш. Делается это, собственно, нажатием на кнопку. Все, мне этого достаточно. Я жму еще раз стоп. И в этом паттерне вначале теперь будет звучать крэш. И у нас получился вот такой паттерн. То, что нам и требовалось. То же самое мне нужно сделать для второй части. Там крэш добавлен в вот этот промежуток, который с двумя ударами в конце. Мне нужно сделать ровно то же самое. Я жму копи, выбираю 82 и записывать его буду в 90-й. В 90-й копирую. Тут меня спрашивают, переписать или нет. Это значит, что в 90-м паттерне у меня уже есть какая-то линия ударных, раньше была, и, естественно, оно ее перезапишет. Я подтверждаю, перезаписала. Захожу в 90-й паттерн, слушаю. Все скопировалось, и мне нужно добавить этот крэш снова. То есть я опять же перехожу в режим редактирования, жму старт, жму крэш и выхожу из этого режима. Слушаем, что у нас получилось. То есть все работает. И последний кусочек, который мне нужно сделать, это добавить крэш к биту номер 86, это начало куплета. То есть все то же самое. Копи 86 в 91. Сейчас нужно написать себе, чтобы не забыть, что 90 это у меня 82 плюс крэш, потому что очень сложно все это в голове заполнить. А 91 это будет у меня получается 86. 86 плюс крэш. Плюс крэш. Так, копируем. 91 заходим. Слышим, это уже линия ударных из куплета. И сейчас мне в начале этой линии нужно добавить, собственно, этот крэш. И слушаем, что получилось. То есть все, как нам и нужно. И после того, как я воссоздал части, которых мне не хватает, можно, собственно, приступить к созданию композиции именно в плане ее логического построения. Для этого я переключаюсь с режима pattern в режим song.
что дает мне возможность записать свою композицию. Делается это, в общем, здесь достаточно просто. То есть сейчас у меня светится на экране надпись Select Song. Здесь можно записать, по-моему, до 6 или до 7 песен. Я сейчас беру песню 0 и буду составлять эту композицию. Перехожу в real-time режим. И мне предлагается отнести, собственно, части. То есть первая часть, какой паттерн будет играть. То есть вот часть номер 1, вот эта вот полосочка. То есть это у нас должна быть перебивка. То есть я смотрю, что у меня перебивка старт. То есть первая часть это 80. Тут я это уже пробовал создавать. Здесь как бы 80 и есть. Я жму дальше, плюсик, и вторая часть. Это вот то, что мы только что с вами создавали. Это как раз вот перебивка с крэшем, то есть 81 плюс крэш. Я запомнил, что записал, вернее, то, что это будет 89-й паттерн. Пишу 89. И, в принципе, все готово. Следующая часть, это уже начинает играть основная мелодия в интро под номером 82. То есть мне нужно написать 82, следующий еще раз 82, и следующий это 83. 83 это конец логической части, это сбивочка. То есть я здесь пишу 83. И переходим к следующей части. Здесь уже нет крэша, здесь просто 81, 81. Переходим дальше, 82, плюс еще следующий бит, 82, дальше, и снова перебивочка, 83. Переходим к следующей части, это все тоже продолжается интро, только получается следующая часть квадрата. Все то же самое. 84 плюс 82, это опять же вторая перебивка с крэшем, которую мы с вами делали, она сейчас сохранена в номере 90. То есть мне нужно написать 90, и в этом месте будет проигрываться кусочек 90. Далее, и у нас здесь идет такая линия из повторяющихся ритмов, то есть будет просто играть один сэмпл постоянно. 82, следующий, 82, следующий, 80, нет, 2, а 1, 82, следующий, 82, следующий, 82, следующий, 82, и тут у нас перебивка под номером 85. После этой перебивки стартует куплет. Жму плюс, и сейчас вот эта вот часть, которую мы последнюю писали с крэшем, то есть 86 плюс крэш, мы ее сохранили под номером 91. То есть я пишу здесь 91. И дальше у нас начинается куплет. 87, 86 и... Так, здесь неправильно написал, 86. Так, и перебивочка в куплете это номер 88. 88. И дальше там повторяется эта часть ровно так же, как она и была. 86, 87, 86, 88. В принципе, все. И после этого я жму выход, и в этот сонг сохранилась последовательность, ту, которую мы только что с вами набросали. Можно визуально посмотреть, что я не ошибся с цифрами. У меня, в принципе, номера должны быть от 80 до 91. То есть я захожу опять же в режим редактирования. 80, 89, 82, 83, 81, 82, 82, 85, 91, 87, 86, 88, 66. Вот 66 быть у меня не может. Это у меня 88. После перебивки должен быть 86. То есть это была ошибка, мне здесь бы сыграло что-то непонятное. 87, 86, 88. Все. Выхожу, и в принципе вот эта вот часть из вот этих кусочков сейчас сложена. И когда я нажму кнопку play, будет играть сонг в том порядке, как мы его запрограммировали. И это будет как раз таки полной копией того, что сделала группа Кино при записи данного альбома. То есть это некая часть песни, начало ее. То есть можем послушать, что у нас получилось. Надеюсь, получится так, как в песне. Я немножко загнал темп с 120 до 130, чтобы немножко поживее она звучала, но давайте послушаем.
Практически все верно, только в части с куплетом где-то потерялся один из битов. Я вот только не пойму, какой из них потерялся. По-моему, 87-го нет совсем. Можно переключиться в режим паттерном и послушать. 87-й у нас пустой. 87-й это у нас должна быть перебивка, такая же, как и 86-я, только там двойной удар. И чтобы сейчас починить как бы сломанное, то есть я не знаю, в какой момент я это стер, в принципе я могу скопировать 86 в 87. Копируем, слушаем. И там был второй удар в этом 87-м паттерне, там был дополнительный удар. То есть я могу этот удар добавить. Включаю реал-тайм режим, это значит, что я на ходу смогу подыграть, и драм-машинка это запомнит. То есть сейчас в 87-й паттерн мы добавили как бы удар. И после этого можно вернуться в режим сонга, и скорее всего там сейчас у нас в куплете все заиграет как полагается. Слушаем. Именно таким образом программировались линии ударных для композиции группы кино на данной драм-машинке. То есть этот процесс достаточно длительный. Очень круто, что есть реал-тайм режимы, можно вживую набивать биты. И очень классно то, что есть именно пошаговый режим. То есть можно вживую набить какие-то основные части и потом в пошаговом режиме в тех или иных местах добавить недостающие биты, либо еще что-то. Но если вдруг что-то не удается, то приходится, как правило, стирать этот кусочек паттерн и переписывать его целиком. Вся магия в том, что все ударные рисунки в композициях группы кино создавались исключительно на этой драм-машинке без использования компьютеров. То есть мы сейчас уже привыкли, что у каждого в кармане есть компьютер маленький, и можно писать музыку практически на всем, чем угодно. Но тогда такой возможности не было, и появление данного устройства у группы кино, в принципе, кардинально изменило звучание их композиций. Если вы послушаете альбомы до появления у них оборудования, которое привезла Джоанна Стингрей из Америки, и после, то вы увидите кардинальную разницу. Дело в том, что у группы кино появилась впервые возможность писать свою музыку дома. У них появилась драм-машинка RX11 и появилась порто-студия, то есть они могли писать, не выходя из дома. Как вы видите, процесс достаточно трудоемкий, сложный, это именно программирование ударных. Здесь нужно визуализировать то, что вы будете делать, и не было никакого понятного интерфейса, все забивалось циферками, но даже с помощью таких примитивных средств, то есть получалось создавать достаточно сложные и интересные аранжировки и композиции. В принципе, я повторил часть того, что делала группа кино, и сейчас, когда приедет видеокарта, я запишу вам, что у меня получилось сделать с помощью удобных мне средств, с помощью секвенсора. И на этом можно считать главу про создание ритмической партии, создание кавера на группу кино, наверное, и закончено. Нам осталось послушать финальный результат первого этапа нашей работы. Сейчас я включу оригинальный трек, сверху будет наброшен фри-фильтр Fruity Loops, конкретно high-pass фильтр, чтобы меня не заблочил YouTube, и я буду местами переходить на оригинальную дорожку, а местами буду переходить на звук с Yamaha RX15, который сейчас будет играть вживую с MIDI-партией, которую мы написали.
звездная пыль. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. Есть чем платить. Просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на не остаться в этой траве, не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи. Это была первая часть по созданию кавера на песню группы Кино «Группа крови». Только что вы могли уже услышать, что есть уже басовая партия и есть часть соло снята. Это черновой вариант работы, предстоит еще очень много чего сделать. Нужно правильно подобрать инструменты, снять остальные все эффекты, привнести что-то новое, потому что это будет кавер. И если вам будет интересен подобный формат, подобные ролики, я сниму про то, как развивать композицию и создавать что-то новое из давно известных треков. Надеюсь, кому-то это было интересным. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях, может быть, какая-то тема вам будет интересным. Я всегда читаю комментарии, стараюсь отвечать на них. Всем до встречи.